Добрый день, дорогие раки! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на февраль 2026 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем с вами разбираться, каким же будет этот февраль, и он обещает быть необычным. Хотя, что есть необычное в течение последних 5 лет к февралю, если мы это применяем? Понимаете, о чем я говорю, да? Дорогие, это гороскоп по декадам. Вы можете смотреть его как по Солнцу, так и по асценденту. Если вы смотрите по Солнцу, то раки первой декады – это все те, кто родился в июне. Раки второй декады, если вы родились с 1 по 10 июля. И третья декада раков по Солнцу, если вы родились с 11 июля и до знака зодиака Лев. Если вы смотрите по асценденту, тогда 30 градусов знака Рак делите на 3 равных отрезка. Если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20 градус, это вторая декада. Если с 21 по 30, тогда это третья декада рака по асценденту. Ну что, дорогие, поехали. Февраль открывает у нас полнолуние. Полнолуние во Льве. Вообще февраль будет эмоциональным месяцем для раков. Почему? Потому что у нас здесь не просто новолуние и полнолуние, но у нас здесь еще и включается коридор затмений. А эту историю раки всегда считывают, всегда чувствуют, как будто бы что-то в мире происходит и на самом-то деле произойдет. Но опять же, основная наша задача – это позаботиться о нашей жизни. И да, для того, чтобы максимально спокойно этот февраль прожить, нужно как раз-таки вот в это полнолуние 1 февраля максимально себе сказать, кто я, куда я иду и какое будущее я хочу иметь. Потому что у нас на момент полнолуния 1 февраля работает ось Льва Водолея. Лев – это я, моя самооценка, моя гордыня, мое желание жизни, мое желание развития, это мой творческий канал, это весь мой потенциал. И Водолей – это все то, что я только что сказала, только устремлено в будущее и такая проекция на людей. Но опять же, то, как мы будем развиваться этот февраль, понятное дело, что рядом с нами будут находиться наши близкие люди. Опять же, эта история для раков тоже актуальна, как минимум для раков второй декады, потому что Юпитер идет по второй декаде знака рак. Поэтому здесь, конечно же, у всех свои вопросы, у всех свои решения. Я сейчас буду говорить информацию как и для каждой декады раков, так и общую информацию, которую невозможно поделить ни по декадам, ни по тайм-кодам. Поэтому здесь, дорогие, это просто понимаете. И да, полнолуние 2 февраля, 1 февраля максимально запускает, но действие его продлится еще и на 2, и на 3, и на 4 максимально, да, когда вот это наше внутреннее чувство жить, как и я хочу, чтобы мне нравилось, как мне всегда хотелось, согласно моего представления о моем будущем, здесь как раз-таки начало февраля у нас будет такое, и это нужно понимать. Точно так же здесь захочется, например, если вы поняли, что вы где-то слились в отношениях, захочется как-то из отношений выйти, и особенно если вам вспомнится, что вы до брака, например, до семьи были совершенно другим человеком, и вот в отношениях в паре вы вообще перестали развиваться, перестали жить ту жизнь, которую вы хотите жить. Но опять же, дорогие, понятное дело, что семья – это дело сложнее, чем жить одной, да, но не обязательно разводиться для того, чтобы опять начать жить заново. Я вот про это. Если у вас вполне адекватный партнер, то есть вы выбрали себе адекватного партнера, то есть вы выбрали партнера себе, с которым вы можете развиваться, с которым вам хорошо, и вы объективно это понимаете, не слушая мнения астролога в интернете, да, вы реально здраво смотрите на свою жизнь и понимаете, что же происходит, да. Поэтому здесь, конечно же, история того, что для того, чтобы развиваться, строить свое будущее, карьеру и социальный статус свой, не просто быть семейным человеком, здесь история должна исходить от вас. Насколько вам это нужно? Потому что аспекты будут как раз-таки для раков очень благоприятны к развитию, хоть они и будут такие более, я бы сказала, вынужденными, да. Нужно начать развиваться, потому что у нас еще и Сатурн меняет знак 14 февраля, переходит в знак Овна, а значит Сатурн на ближайшие 2 года будет делать квадратуру к Солнцу раков всех декад. А напряженный аспект – это всегда история того, что мы что-то делаем под напряжением. То есть складывается какая-то ситуация, которая нас не очень радует,
и мы не очень-то и хотели. Либо там у нас ссоры, скандалы в отношениях, либо у нас на работе какие-то такие моменты меняются, когда жизнь заставляет нас зарабатывать больше, поднимать свой социальный статус. Я вообще не могу сказать, что это плохо. Я вообще считаю, что каждый в отношениях должен развиваться, и это нормальная история, потому что мы как минимум родились каждый вот с такой вот натальной картой, и у нас у каждого есть свои определенные способности, плюсы, минусы. Ну и вообще это такая очень позитивная нотка, когда оба в паре растут и развиваются, это держит обоих в тонусе. Как минимум никто ничем не жертвует, и у каждого есть все те плюшки и возможности, на которые человек рассчитывал вообще когда-то в молодости, когда заканчивал, например, какое-то образование. И это и есть норма, дорогие. Каждый может на это смотреть по-разному. В определенные моменты жизни есть удобная позиция или неудобная. Но в феврале обязательно объективно посмотрите на свою жизнь, какой она стала, на свои финансы. Обязательно, дорогие раки, финансовая история будет очень важна. И я могу сказать, что она в феврале будет немножечко или очень сильно много нестабильная, потому что у нас и Венера до 10 февраля будет идти по знаку Водолея. Это вообще история нестабильная в финансах, да? Это история, когда хочется вот таких легких денег, хочется как-то быстро все поменять, но не получается. Здесь нужна некая приземленность, поэтому здесь трезво стойте на ногах все-таки для того, чтобы у вас было будущее, да? И если мы говорим дальше, у нас 4 февраля разворачивается Уран. Он делает гармоничный аспект все-таки раком третьей декады. Этот гармоничный аспект у вас, дорогие, будет работать еще и до конца апреля 2026 года. Но эту историю просто очень четко понимаете, что Уран в гармоничном аспекте – это когда ваша жизнь обнуляется, изменяется для того, чтобы в ней появилось что-то новое. Новая работа, либо новые отношения, новые действия, новое образование, новое место жительства в том числе. Гармоничный аспект Урана – это позитивные изменения. Опять же, есть люди, которые не могут даже позитивные изменения принять, они просто боятся. Они к этому не готовы. Некоторые люди не могут жить, когда все хорошо, и им наоборот нужны трудности, сложности. Например, у вас заполненный канал Скорпиона, либо в 8 доме находятся все планеты, и вы вот без давления обстоятельств ничего не можете делать. Конечно, когда вы этот Уран не любите, не понимаете, считаете, зачем оно вообще мне все нужно, да? Но здесь будьте открыты, дорогие раки третьей декады, всем новым возможностям в феврале. Знаете, вот этот фильм есть «Всегда говори да». Говорите да. Новая работа, да, попробуй. Что-то давай, дорогая, новое или дорогой, мы сделаем в отношениях в наших, да. То есть объективно смотрите на границы дозволенного, что есть в ваших отношениях, которые вы устанавливаете сами, да, и делаете. Не сидите на месте, договаривайтесь однозначно. Почему? Потому что у нас еще в конце месяца будет ретроградный Меркурий. Ретроградный Меркурий с 26 февраля по 20 марта. Но это период очень гармонично должен сложиться для раков вообще всех декад, потому что ретроградный Меркурий пройдет по каждой декаде рыб, и это хорошее положение всем ракам для того, чтобы договориться, прийти как раз-таки к тем моментам, которые вы не могли решить дальше. А если мы говорим о вещах таких более приземленных, потому что вы меня будете сейчас спрашивать, да, что же все-таки в этом феврале делать, покупки, продажи, и как будет складываться эта история, да, ну, вообще могу сказать, что для раков третьей декады очень хорошая история в конце января и в первой половине февраля однозначно что-то делать, покупать, продавать. Гармоничный аспект Сатурна делает к вашему Солнцу, дорогие раки третьей декады, поэтому здесь недвижимость, движимое и недвижимое имущество, здесь автомобили, здесь квартира, дом, то есть повышение своего социального статуса, все, что связано с бюрократией, с юридическими историями, вопросами. Обязательно покупайте, продавайте. Если что-то продаете, обязательно покупайте в этот период. И да, у нас с вами коридор затмений, который начинается с 17 февраля по 3 марта. И если у вас, дорогие раки третьей декады, закончится история с приобретениями, например, во второй половине февраля ляжется эта история,
Это абсолютно допустимая норма с аспектами Сатурна. То есть он даже закончил свое влияние, но еще остается настроение, поэтому здесь, конечно же, делайте. Покупайте что-то такое мощное, основательное. Раки третьей декады 100%. Раки второй декады, вам захочется какие-то такие покупки для себя, покупки для своей красоты. Эту историю отложите ближе к середине февраля, начало февраля. Венера будет идти по Водолею, захочется чего-то там такого резкого, импульсивного, яркого, быстрого. Опять же, это будут, как правило, те покупки, которые быстро разонравятся, будет ощущение бессмысленно потраченных денег. Поэтому здесь посмотрите просто внимательно на свои средства, достаточно ли у вас столько, чтобы потом о них сожалеть. Середина февраля хорошая история для покупок, для приобретений, и решить свои вопросы имущественными делами, в том числе, потому что когда Юпитер идет по раку, вот у раков здесь есть такая история, у рака второй декады он как раз-таки идет, делает к Солнцу. То есть это такой оптимистичный аспект, когда вы можете путем покупок, например, имущественных, жилищных вопросов решить все свои проблемы. Ну, например, у вас было их очень много, и вас постоянно одолевала эта тревога жить в арендном, и это нормальная такая история. Для рака второй декады вообще у вас история на этот февраль и март и апрель. Расширить свою семью, социальный статус, работу, приобрести недвижимость. Это тоже хорошая история, которая будет работать у вас на Юпитере. Эту историю нужно очень хорошо понимать и не тормозить, потому что в следующий раз, когда будет гармоничный аспект Юпитера, будет только через полтора года. Через полтора года, понимаете, о чем я говорю? Не раньше. И да, если говорить про раков первой декады, дорогие, то у вас сейчас момент связанный, конечно же, с таким большим, взрослым изменением мировоззрения. И все задачки, которые будут у вас в жизни складываться, сейчас вы скажете, назови, Женя, что-то конкретное. Ну вот смотрите, я сейчас назову то, что у вас может в жизни произойти, да, и здесь, смотрите, один человек скажет, что я за все это берусь, потому что я все хочу, да, максималист по жизни, и он будет пахать, он тревожник, он будет напрягаться, не спать, и он сделает все по чуть-чуть, ну хотя бы зерна заложит, да, вот в каждом из этого мероприятия. А кто-то скажет, ой, мне вообще это не интересно, кому-то это может быть просто не актуально, да, кому-то может быть это просто не актуально, человек с этой частью жизни, например, со своей попрощался и сказал, ну все, мне вообще я в отношения больше не пойду. Нет, все, мне больше не надо, я больше замуж не собираюсь. А что я здесь буду говорить? О том, что я лучший продажник семьи, брака, любви и вот этого всего? Ну, я умею это делать, да. Это на самом деле, если вы цените себя, любите себя, тогда и партнер рядом с вами точно такой же. И тогда вы живете совершенно в тех самых настроениях, эмоциях, которых вы хотите. А если вы любите по жизни только обвинять, тогда не получится же ничего в отношениях, потому что отношения – это когда работает оба. Опять же, если вам кажется, что все в отношениях делаете только вы, а ваша вторая половинка ничего не делает, то тогда как так случилось? Потому что мы всегда притягиваем себе точно такого же партнера. Противоположности не могут жить вместе. Не могут жить вместе. Понимаете, о чем фишка? Они быстро распадаются. Поэтому вот такая история. У раков первой декады кармические узлы в январе месяце перешли со второй декады в первую декаду оси рыбы, девы, а значит очень хорошо будет проходить вот этот аспект у раков первой декады и в феврале. Эта история однозначно, потому что уже записывала много гороскопов. Северный кармический узел будет в соединении с Венерой. Эта история Венера – это про любовь, это про отношения, это про наши деньги, это про мою жизнь. Нравится она мне, не нравится. И да, я здесь могу говорить, что нравится она вам насколько. Насколько вы каждый день ваш наполнен там, вашим каким-то хотя бы одним любимым делом. Вы вообще любите свою жизнь или вы просто с утра до вечера просто и вечером выключаетесь, да, как-то существуете. То есть это момент, который вам нужно понять, понимаете, о чем я говорю, да, любовь. Насколько вы открыты к этому, насколько у вас сейчас есть силы и эмоции. Вполне вероятно здесь встретить в эти полгода те самые отношения, которые вы хотите, 100%. Но опять же, если сейчас у вас в феврале истории такие, знаете, сложные, если сейчас они могут быть такими, да, то есть у вас могут начаться рушиться отношения. Почему? Потому что Сатурн 14 февраля переходит в знак Овна и делает раком первой декады в прямом смысле квадратуру. Там же и Нептун.
Нептун в квадратуре – это когда розовые очки снимаются, когда мы в отношениях понимаем, как сейчас это модно. Эмпат, нарцисс, вот эта вот вся история. Очень часто, кстати, работает у раков в браке, в отношениях. И если один вытесняет какие-то другие качества другого, то есть просто вы не видите. Присмотритесь на свои отношения. И опять же вам скажу, не обязательно разводиться и расходиться для того, чтобы начать жить, как вы всегда жили, но почему-то перестали этого делать. То есть в какой-то момент жизни стали безответственны по отношению к самим себе. То есть у вас выработался какой-то определенный большой, мощный уровень ответственности ко всему, там, к оплатам, к детям, к мужу, к жене, но на себя-то нет, ну, потому что это ролевая модель, которая может работать как у мужчин, так и у женщин. Ну, то есть здесь нет хороших и плохих, не могу сказать, что все мужчины нарциссы, а женщины там нет. Наоборот, нет. Многие женщины вытесняют в себе вот эту часть такую горделивую. Понимаете? Вопрос почему? Вопрос почему? Потому что всем хотелось бы в отношениях именно гордиться не только собой, но и своей второй половинкой. И это норма. Это такая история. Поэтому, дорогие раки первой декады, что из этого вы хотите в этот коридор затмений в феврале у себя оставить? Любовь, отношения, очень сильно подтянуть свои финансы, настроить свою жизнь так, чтобы она вам нравилась, начинайте делать то, что вам нравится, то, что вы всегда хотели делать. Просто берете вот такую книжечку, как я всегда говорю, и пишите, что там утро, йога, вкусный завтрак, просто посидеть, посмотреть, что хочется. Либо там, если вы мужчина, всегда хотел заниматься в спорте, в тренажерном зале, чтобы меня никто не трогал и никто мне не выносил мозг. Абсолютно нормально, гармоничная история. Сделайте, купите абонемент. Это вообще стоит очень недорого, очень недорого. Не обязательно покупать себе самый дорогой абонемент. На месяц купите, посмотрите, как у вас сложится. Может, вам вообще нужно все будет по-другому. Понимаете, я о чем говорю? Не обязательно сразу на год. Все могут себе это позволить, не каждый может себя на это смотивировать. Вот такая история. Вопросы с финансами, ищите работу. Ищите новую работу, если вас не устраивает. Ищите лазейки в той самой деятельности, которую вы делаете, улучшайте ее. Делайте максимально хорошо. Кстати, у рака второй декады эта история очень хорошо работала вторую половину 2025 года. Ну что, раки второй декады, что вы сделали в своей жизни во второй половине 2025 года? Сделали что-то максимально яркое, мощное, классное, интересное? Вот к вам пришел Юпитер, который говорит, давай-ка мы сейчас с тобой максимально поднимемся. Ты же вторую половину 2025 года наводил в своей жизни порядок, да, решал задачи, которые тебя постоянно спрашивали, а нравится тебе это, не нравится, хочешь ты так или не хочешь, денег хочешь больше или меньше, или с этим согласен. Понимаете, в нашей жизни всегда есть то, на что мы согласны. А если мы понимаем, что нас это не устраивает, мы начинаем это менять. А если мы не меняем, значит мы соглашаемся. То есть вот такая история. Вы меня спросите, что вы сделаете в этот коридор затмений? Раки первой декады и раки второй декады, и раки третьей декады. Опять же, потому что коридор затмений – это всегда очень важная эмоциональная история для рака. Потому что вы как минимум участвуете и в новолунии, и в полнолунии. То есть в солнечном и в лунном затмении всегда участвуют и Солнце, и Луна. Два ваших управителя. Для вас никогда этот период не проходит просто так. Поэтому здесь, понимаете, будет яркий февраль. Коридор затмений включается с 17 февраля и заканчивается 3 марта, заканчивается 3 марта полнолунием в Деве. Начинается новолуние в Водолее, то есть новый лунный цикл в Водолее, когда мы захотим сказать, ой, можно все бросить, и как-то вот оно все надоело. Захочется обнулиться резко, красиво, вот так, быстренько вот так все удалить из своей жизни. Можно сказать, что оно как-то будет безболезненно, не могу сказать, что оно будет как-то безболезненно. Если еще февраль и март возможно будет продержаться, да, то потом все-таки и Венера перейдет, уже даже в марте перейдет Венера в знак Овна, это напряженная позиция для раков. То есть вот там придет история после коридора затмений, когда все-таки нужно будет это решать. И финансы, если вы их не подтянули, и отношения, если вы не разобрались и думали, пущу все на самотек. Ничего не бывает. Когда мы пускаем все на самотек и ждем, когда это само решится, как правило, мы просто соглашаемся с тем, что есть, но ничего не решается никем, никогда. Вот такая история. В этот коридор затмения у нас включается еще и ретроградный Меркурий с 26 марта, с 26 февраля по 20 марта. И эта история, могу сказать, что ретроградный Меркурий будет в соединении с Венерой. Да, то есть здесь история финансов, здесь история любви, отношений и вообще наша жизнь, как она нам нравится.
Сложность заключается в том, хоть это и, можно сказать, по аспектам гармоничное положение для раков, потому что все, что находится в рыбах, максимально эмоционально понятно для раков, да. Но опять же, когда у нас все планеты и все-таки и Солнце в рыбах, ваш второй управитель, и Венера, и Меркурий в рыбах, это все-таки либо такое позитивное настроение, когда нам все понятно, у нас романтика и любовь, либо же, если мы к этому не пришли, да, то есть мы реально не разобрались, то это такое волнение, переживание, депрессивное состояние, неуверенность, когда нам жалко, когда мы не можем выбрать, хотим на двух стульях усидеть. Почему так может происходить? Потому что не выбираем, не идем дальше. Не ждем того периода, когда у нас Сатурн на самом-то деле начнет менять знак. Сатурн у нас 14 февраля поменяет знак и перейдет в знак Овна. И эта история будет такая напряженная, начнет складываться. На самом-то деле в этот момент, пока вы услышите еще этот гороскоп в конце января, очень многое можно сделать. Не на таких эмоциях, не на таких настроениях, потому что эмоциональный будет февраль. Поэтому вот последняя неделя января и первые 2 недели февраля, хоть все у нас там находится почти в Водолее, но это история, когда мы можем максимально сложить свои истории в жизни не под таким каким-то давлением, по крайней мере, да, потому что когда Сатурн переходит в Овна, Нептун перейдет в Овна, то есть эмоции наши станут такие яркие, дерзкие, амбициозные, когда захочется все рушить, говорить и сразу делать, и не смотреть за будущим, да, то есть мы будем всегда вспоминать, что было с нами в прошлом, и на основе этого делать такие большие злые выводы, но не заглядываясь о будущем. А коридор затмений нам как раз-таки этот нужен для того, чтобы заглянуть в будущее, то есть принять те решения, которых мы в будущем не пожалеем. Понимаете, о чем я говорю? Можно легко уйти с работы, которая высокооплачиваемая, хорошая, но вдруг понять, что мы как-то устали. Понимаете, о чем говорю? Как-то мы устали, и вот как-то нам надоело, но деньги приносят хорошие. Опять же, а на что жить потом дальше? А на что жить потом дальше? Потому что с финансовой свободой можно очень много проблем своих решить. А с свободой, которая просто такая вот в легкости, да, какие проблемы решить? Финансовые проблемы точно не решить. Понимаете, о чем я говорю? И очень много проблем сейчас есть в отношениях из-за финансов в том числе. Понимаете, я о чем? Поэтому здесь постарайтесь в коридор затмений не наломать дров, потому что захочется с приходом Сатурна, Нептуна, это как раз-таки та история, послушать в социальных сетях какую-то вот такую историю, когда вот кажется, начинает, что так мой партнер, вот он не такой, какой он должен быть. Ну, во-первых, объективно посмотрите со своим партнером, сколько лет вы прожили, сколько событий вы прожили и что у вас было в этом. Возможно, вам просто нужна новая ступень в ваших отношениях. Здесь не обязательно расходиться, разводиться. И это очень часто такая история, когда люди взрослеют, кому-то хочется подняться на новую ступень в отношениях, и отношения меняются. Кто-то из двоих в отношениях меняется. Это нормальная такая история. На второму просто плохо сразу, и он не может подтянуться. И здесь момент просто подтягивайте к себе партнера, и все, своим взаимопониманием. Это очень такая нормальная история. История в финансах. Объективно понимать, что у вас есть. Если у вас нет денег, нужно идти устраиваться на работу. И этот коридор затмения, он на растущем лунном цикле. Когда будет очень много сил, когда будет движение вперед, рост, развитие. Нельзя опускать руки, нужно идти только вверх. Если вы вдруг остались без работы в этом феврале, ускоряемся, идем вверх, работаем, потому что у кого-то будут обнуления в жизни, у кого-то будут резкие изменения, и жизнь будет заставлять резко искать работу. Нормальная история. Что нужно делать? Нужно не раскисать и идти работать. Да, если когда-то казалось, что придется поменять позицию чуточку поменьше, и это тоже нормально. Когда нужны деньги, когда нужно платить по счетам, все нормально. Вот эта красивая картинка, которая очень хорошо продается, она хорошо продается, да, потому что легкость это выгодно, а ответственность это такая ситуация, которую не все хотят видеть. Вот такая история, дорогие. И вы сейчас мне скажете, Женя, а про что вообще гороскоп, да? А гороскоп про то, чтобы в этом феврале быть максимально стабильными в своих решениях. Если вы объективно понимаете, что в вашей жизни ничего не меняется, и вы бездействуете, что нужно это делать. История с финансами, да, у раков первой декады эта история связана с тем, что вы решите со своей жизнью. Будете развиваться в финансах или же вас устраивает абсолютный ход этой своей жизни, да, вас устраивают свои отношения. Смотрите, вынужденная остановка
финансов в этом феврале возможно, как раз-таки ближе к началу коридора затмений, когда Сатурн входит в Овна. Здесь либо резкое сокращение, либо резкая остановка в отношениях, в финансах. Опять же, нужно развиваться, не тормозить и понимать, что да, будет непросто, но вы с этим обязательно справитесь. Здесь нужно понять, что же вы хотите от своей жизни. Раки второй декады. Юпитер вам говорит, только ускоряемся, только вперед, настраиваемся на новую ступень, благоприятные события. Только вы способны это поменять. Но опять же, это гармоничный аспект. Многие просто ждут это благоприятного настроения, когда вот такой легкий островок ничего не делания, уходит аспект и остается послевкусие от того, что были упущены возможности. Не упускайте. Понимаете, о чем я говорю? На раке третьей декады у вас, дорогие, гармоничный аспект Урана, у вас еще первая половина февраля гармоничный аспект Сатурна, максимальные покупки, сделки, мощь, новая работа, новые проекты, на очень таких сильных, мощных эмоциях, поэтому делайте. Не спускайтесь от своей стабильности, берите просто еще планку выше, и все у вас будет хорошо, и тогда в коридор затмений вы будете доделывать все свои дела, которые вы давным-давно хотели сделать и получить тот самый статус, который вы реально заслужили. Только в рост, только в развитие. Вот такой февраль, мои дорогие, поэтому много чего рассказала, делайте выводы сами. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях. Дата, время, место рождения и ваш вопрос. Я в режиме свободного времени на ваши вопросы поотвечаю. Все-таки февраль у нас месяц, ох, какой непростой, и нам бы всем сдержать свое самообладание. Поэтому держимся, ускоряемся, не расплываемся в иллюзиях и в эмоциях и движемся вперед согласно своему плану. Только план поможет нам завершить все те дела, которые мы планировали, и все те, которые мы наметили в своей жизни. И да, в этом феврале наметьте большой, мощный, жирный план своей жизни, и он тогда начнет точно сбываться. Не желание, а план. Именно так. Дорогие, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам потрясающего месяца и увидимся в следующем ролике. Пока-пока.